Сегодня готовим салат табуле по-армянски. Смотрите видео до конца. Я думаю, вам будет очень интересно. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Варт Рос мы вместе с Ани будем готовить салат табуле по-армянски. Существует много разновидностей салата табуле, а я хочу поделиться с вами, как готовят у нас дома в Армении. Для салата нам понадобятся такие ингредиенты. Первым делом понадобится крупа булгур. Также вместо булгура можно использовать киноа или кускус. Булгур обязательно нужно брать мелкого помола. Также для салата понадобится зелень. У нас тут салатные листья, ромен, кинза, петрушка, листья мяты, зеленый лук, белый лук, помидоры, специи, оливковое масло, томатная паста, а все остальные ингредиенты я буду говорить по ходу нашего приготовления. И, конечно же, подробный рецепт я напишу в описании под видео. Для нашего рецепта первым делом мы должны замочить крупу булгур. Если вы не найдете мелкого помола булгур, нужно будет сварить. А для такого помола мелкого мы просто заливаем горячей водой. Вот так, смотрите. Вот такого размера должен быть булгур. Добавляем сюда, я сейчас возьму ложку, и нам нужно будет добавить томатную пасту. Столовую ложку томатной пасты, пол чайной ложки соли, добавляем горячую воду и нужно будет накрыть крышкой, оставить на 15-20 минут для разбухания булгура. Перемешиваем тщательно. Для того, чтобы томатная паста хорошо разошлась, соль. Немного добавим сахара, чтобы убрать кислинку томатной пасты. И накрываем крышкой. А тем временем займемся зеленью. Нам для рецепта понадобится глубокая миска, чтобы было удобно перемешивать салат. Первым делом мы берем петрушку. В этом рецепте большую роль играет зелень. Именно берем очень много петрушки. Так как стебли у петрушки грубые, я удаляю эти стебли, но ни в коем случае не выкидываю. Когда варю бульоны, ниточкой вот так закручиваю и добавляю в бульон вот эти стебли. Стебли дают приятный аромат бульону. Пропорции крупы с зеленью должно быть зелени в 2 раза больше, чем крупы. Поэтому видите, сколько у нас зелени будет в нашем салате. Измельчаем петрушку как можно мельче. И стараемся так измельчить, чтобы весь сок оставался в петрушке. Не сильно надавливаем. И вот знаете, когда мы перемешиваем, вот мы вот так вот не проходимся. Именно вот так один раз режем. Мелко-мелко-мелко. Чем мельче в этом рецепте зелень, тем вкуснее будет салат. Вот так один раз порезали и отправляем в миску. И точно так же мы будем нарезать кинзу. Кинзы тоже достаточно много берем. А у кинзы я стебли не удаляю, так как
они достаточно мягкие, очень ароматные и вкусные. Поэтому тоже очень мелко измельчаем кинзу. Я сейчас измельчу кинзу. Далее приступим к зеленому луку, к салатным листьям, к мяте. Мяту обязательно нужно брать свежую. Она придаст свежесть и аромат просто летний, весенний. Очень вкусный аромат от мяты. Вот вы попробуйте, и вам очень понравится. Именно с мятой. Лук мы используем только зеленую часть. Белую часть оставляем. Белую часть можно использовать в другом салате или опять же в бульон отправить. Дальше нарезаем мяту. Сейчас я отправляю зеленый лук в миску к нашей зелени, петрушке и кинзе. Мяту мы отделяем листики. Нам нужно использовать только листики. Стебли, они достаточно грубые, и в наш салат не подходят. Листья такие у нас нежные, молодые. Вот так. Несколько веточек, несколько листиков буквально для аромата. Также мы будем использовать сушеную мяту, но это дальше, это для заправки. У нас будет еще в салате заправка из оливкового масла и специй. Аккуратненько, смотрите, берем каждый листик мяты. Вот так сворачиваем и мелко нарезаем. И отправляем к нашей зелени в миску. Чистим и нарезаем белый лук. Еще сюда может подойти красный лук. Но с белым луком это очень будет вкусно и нежно. Режем кубиками мелкими. Мне очень нравятся салаты, где все ингредиенты приблизительно похожи по размеру. У нас, видите, булгур мелкий, листья, зелень мы мелко нарезаем, поэтому все ингредиенты нарезаем очень мелко, насколько возможно. Отправляем к нашей зелени лук. И будем нарезать помидоры. Помидоры нужно брать достаточно плотные, чтобы не были они мягкие. Удаляем плодоножку и нарезаем тоже очень-очень мелко. Сначала на такие дольки. Видите, вот так вот, тоненько. И далее будем нарезать на квадратики. Тоже очень мелко. Обязательно удаляем вот эту плодоножку. И тут. И я приготовила ситечко с миской. Мы отправим туда помидоры.
для того, чтобы стекла лишняя жидкость. Нарезаем листья салата. Тоже очень мелко. Готовим заправку. Для заправки нам понадобится лимон. И вот под таким небольшим давлением вот так вот придавливаем, для того, чтобы хорошо лимон выделил свой сок. Половинку лимонного сока. Merci. Вот так выдавливаем сок таким образом. Угу. Это мы тут оставим. Добавим оливковое масло. Пол чайной ложки соли. Чайную ложку сухой мяты. Пол чайной ложки черного перца. И у нас есть вот такая приправа, сумах называется. Эта приправа даст небольшую кислинку нашему салату и такой необыкновенный вкус. Вот вы попробуйте, вам понравится. Анни будет насыпать, да, в салат? Насыпай, Анни. Merci. Перемешиваем. И заправка готова. Такой красивый гранат. Аня, будешь кушать? Сейчас дам тебе. Все наши ингредиенты уже готовы. Как раз прошло 20 минут, и булгур тоже уже хорошо разбух. Можно уже соединять с зеленью, с помидорами, с заправкой. Сначала перемешаем немного булгур. Видите, вот так получается. Отправляем к нашей зелени. Поэтапно, не все сразу. Сначала мы добавим эту часть. К булгуру, зеленью добавим помидоры. Видите, сколько сока выделилось от помидоров. Эта жидкость нам не нужна, так как у нас и заправка, жидкая часть есть, и булгур достаточно тоже уже пропитанный. Перемешаем хорошенько заправку и заливаем на салат. Ой. И вот так перемешиваем. От зелени, от мяты такой аромат, вы не представляете. Аромат весны, аромат свежести.
И такой салат нужно готовить на один раз, на один день. На второй день он уже не такой вкусный, не такой, не имеет такой вид, как вот в первый день. Видите, у нас много-много зелени. Это идеально подходит к мясу, к рыбе или даже просто как самостоятельное блюдо, как вместо ужина, вместо обеда. У нас тут есть и крупа, и зелень, и овощи. Очень полезный салат. Тщательно перемешиваем. И далее будем раскладывать на красивое блюдо для подачи. Зажгла подарок Кате с Сережей. Вот такая свечка ароматная. Дома у нас аромат уюта, тепла. Просто восхитительный аромат, непередаваемый. И перекладываем наш салат вот в такое блюдо. Подарок от Марата. В очередной раз мне очень нравится на столе вот это блюдо. Очень по-праздничному и нарядно смотрится. Кладем под низ салатные листья вот таким образом. И поверх салатных листьев насыпаем наш салат табуле. Вот так вот сделаю. Сверху мы будем украшать гранатовыми зернами и дольками лимона. Или лайма. Тоненько нарезаем лимон. И выкладываем на наш салат. Еще немного. И сыпем зернами граната. Они мне поможет, да, они? Окне мамайн. Это и для красоты, и для аромата, и для вкуса. На, Вестера, бери и насыпай сверху на салат. А руками Ани будет еще вкуснее наш салат. Да, Ани? Ты мне сегодня очень помогаешь. Вот такой салат у нас получился. Сейчас мы будем пробовать. Пробуем мы в таких салатных листиках. Мы отрываем кусочек салата, кладем сюда салат наш, сворачиваем и пробуем. Вот так. Очень хрустящий, вкусный, сочный салат получился. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Нам будет очень приятно читать ваши отзывы. И Ани. Дай тебе салатик такой, Ани. И макота. А это тебе. Пробуй.